краса и гордость флота Британии, ее бывший флагман, линейный крейсер Худ, в честь Самуэля Худа назван, спущен на воду аж еще в 1918 году. Поэтому к своей гибели 24 мая 1941 года кораблик был уже довольно-таки не молод. Поэтому, наверное, и получил этот замечательный снаряд от Бисмарка, который заставил его переломиться вот здесь, в середине, и затонуть. Сейчас буду его доделывать. Худ. Отличный линкор. Почему его перенесли в классификацию линейных крейсеров в районе Второй мировой войны, мне не совсем понятно. Ну, настолько непонятно, что я даже решил привести здесь в качестве примера графическое изображение с одного из англоязычных сайтов в середине адмиральского класса линкор Худ. Айова, он нам известен тем, что сделал всего несколько выстрелов за время войны, но зато на его борту была подписана капитуляция. А еще выше Ямато, самый большой корабль. Но здесь, да в общем-то так же, как и я могу видеть у моих моделей, разница в их длине совсем небольшая. Справа Бисмарк, но он несколько короче даже, чем Худ. Все эти корабли практически равны по длине, по ширине и по водоизмещению. Да, я его доделал. Он красив собою, у него замечательная детализация, может быть, несколько не хватает леерного ограждения, это здесь видно. Но не все эти модели у Трампеттера настолько детализированы, как, например, ну, скажем, тот же Дредноут. Но, тем не менее, вот, это его лодки, это его противоминная артиллерия, это его трубы. Он очень красив, он считался самым красивым боевым кораблем, в общем-то, на протяжении нескольких десятилетий. Не знаю, правда, может быть, это определенная пропаганда Великобритании, но факт остается фактом. Эти обводы, они легли в классику кораблестроения. Да, затем строились другие корабли. Вот просто сразу покажу. Вот он, этот другой корабль. Да, корабль мощный, замечательный, красивый. Но таких кораблей больше не делалось. Итак, совершим его облет. Вот. Он очень близко. Теперь я расскажу об этом корабле поподробнее, покажу его в разных ракурсах, покажу его в игре, покажу его в порту. И я думаю, что это будет достаточно интересно. Вот фотографии. Это его башня. Здесь мы можем видеть его надстройку, средняя часть, вид сверху, исторические фотографии. Это оригинал. Это уже красиво расцвеченный. А здесь он со судами снабжения идет вместе. А это, наверное, самая интересная фотография. Считается, что это фотография линкора Худ перед его окончательным затоплением, перед его взрывом. Итак, сражение в Датском проливе 24 мая 1941 года между кораблями Королевского флота Великобритании и Кригсмарине. Линейный корабль «Бисмарк» построен в 1939 году. Построено два корабля «Тирпиц» и «Бисмарк». Тяжелый крейсер «Принц Ойген» построен, соответственно,
в 1940 году. Таких кораблей в серии было 3. Это лучший корабль Королевских военно-морских сил. Это Худ, о котором мы рассказываем, он спущен на воду в 18 году, самый старый из всех кораблей. Собственная история именно о нем. И, наконец, принц Уэльский. Корабль построен в 1940 году, на тот момент новейший линкор. Итак, вот эти корабли. Я постараюсь сейчас показать битву, насколько смогу. Линейный корабль Худ, крупный линейный корабль Флагман, на борту Ланселот Холланд, адмирал Королевского флота. Кораблем командует Ральф Керн. Худ видит своего противника и начинает пристрелку по принцу Ойгену, что очень хорошо заметно здесь. Стреляет главный калибр. Надо сказать, что второй корабль, идущий с ним в кильваторном строю, тоже расстреливает тяжелый немецкий крейсер. Вот мы видим кильваторный строй, который пытаются держать корабли. А вот мы видим первые пожары после накрытия корабля со стороны немецкого флагмана. Снаряды с Бисмарка рвутся все ближе. И вот уже несколько повреждений у линейного корабля Худ. Мы видим, как разгораются пожары. Пожары пытаются тушить. Худ находится в фокусе стрельбы с обоих германских кораблей. Несколько попаданий и накрытий с Бисмарка. Серьезное попадание одного снаряда 220 мм со стороны принца Ойгена. И вот этот взрыв. Поражение. Мы все это видим. Здесь даже хорошо написано о том, как Бисмарк уничтожает этот корабль. Здесь мы видим принца Уэльского и стрельбу главным калибром из его башни. Первая башня 4 орудия, над ним двухорудийная башня, задняя башня тоже 4 орудия. Уэльский тоже пытался сначала стрелять по Ойгену, затем перенес огонь на Бисмарк. Но после затопления флагмана капитан Джон Линч принял решение выйти из боя и покинуть это место. Здесь мы видим победителя. Это Бисмарк вместе с крейсером принц Ойген. На борту Бисмарка Гюнтер Лютенс. Командует Бисмарком Эрнст Линдеман. Вы только что видели, как Лютенс увидел крупный британский корабль и решил, что он встретился с кораблем Худ, что было совершенно верно. Начинается обстрел английского флагмана, идут попадания. Здесь хорошо видно, что Бисмарк прикрыл своего ведомого. И вот этот золотой снаряд, о котором неоднократно писали в литературе. Что же там случилось? Об этом чуть позже. Здесь мы видим принц Ойген, тяжелый крейсер, который тоже наблюдает английский флагман и пытается накрыть его, что, в общем, неплохо получается. Вот здесь видно, как английские корабли начинают стрелять исключительно по Ойгену и даже добиваются нескольких попаданий, но немецкий крейсер отделался лишь несколькими незначительными повреждениями. Вот тут мы видим, как он пытается спрятаться за своего флагмана и продолжает расстреливать англичанина. Вот башни главных орудий. Вернемся к Бисмарку. Вот он выстрел. Здесь даже очень неплохо видно, как взлетает башня. Взрывается корабль. Здесь мы снова видим бой со стороны Худа. И вот этот взрыв. Худ горит.
и начинает крениться на борт. Совсем немного времени, и великолепный корабль военно-морских сил Британской империи заваливается на борт. Затем он переворачивается и идет ко дну. 1429 человек погибших и 29 человек выживших.